Друзья, привет всем! Вы находитесь на канале Pixel, меня зовут Катя. Это видео, как я и предполагала, вышло позже, чем в воскресенье, и именно по этой причине я в своем сообществе в YouTube решила предложить вам угадать тематику этого видео и сказала, что те, кто угадают, они попадут в этот ролик. Либо вы слишком смышленые, либо я намекнула слишком жирно, но многие из вас догадались. Поэтому я сдержу слово, и вот именно те комментаторы, которые угадали. Я вас поздравляю, вы большие молодцы. Но речь в сегодняшнем видео пойдет о том, как же все-таки быстрее и легче запоминать алгоритмы. Когда я искала информацию для этого видео, я наткнулась на статью, где говорилось, как собрать кубик Рубика и не умереть. Я не стала читать эту статью. Кто увлекается сборкой кубика Рубика и других головоломок, наверняка сталкивается с проблемой запоминания алгоритмов. Например, в методе Джессики Фридрих только OLL 57, PLL 21, а еще и сверху F2L добавляется. Да что там говорить, для такого простого куба, как 2 на 2, и то существует 42 формулы. Я уже не говорю про метод ZBLL, где 493 алгоритма. Удачи! Можно ли придумать такую методику или способ для запоминания такого количества формул? Быть может, мы сможем в нашем воображении как-то представлять эти алгоритмы с помощью ассоциаций. Когда я искала информацию для этого ролика, я наткнулась на сайт, где один пользователь говорил, что можно алгоритмы преобразовывать в предложения. Например, обычный OLL алгоритм восьмерка он преобразовывал в предложение «Лев в городе дружил с Родионом». Этот способ показался мне каким-то странным. Хотя, и все же этот способ больше подходит, на мой взгляд, для гурманов, так как следующая информация, я ее даже сейчас зачитаю, заставила мой мозг покинуть просто чат. Для того, чтобы запомнить, где в формуле буквы со штрихом, а где без, сначала нужно закодировать в слово со штрихом все его заглавные буквы, а потом без. Не скажу, что этот способ не рабочий, но просто он какой-то скучный, и на него нужно потратить действительно очень много времени. Поэтому я предлагаю вам несколько следующих способов, благодаря которым вы, точно начнете запоминать алгоритмы быстрее. Во-первых, это учить нормальные и удобные конкретно для вас алгоритмы. Например, если один определенный спидкубер n, который собирает засап 0, делает рыбку каким-то определенным способом, это не значит, что вы должны сделать точно так же. Вы должны выбрать тот алгоритм, который будет более удобен для вас. Хочу сейчас привести пример из своего личного опыта, основываясь снова на OLL рыбка. Я выполняю левую рыбку точно так же, как и правую, но абсолютно зеркально. Некоторые выполняют левую рыбку с немного другого положения и используя совершенно другой алгоритм. И я не говорю, что это неправильно, потому что каждый выполняет именно тот или иной алгоритм так, как удобно ему. Следующий совет заключается в том, чтобы вы постоянно тренировали алгоритмы. Где бы вы ни были и что бы вы ни делали, вы можете тренировать алгоритмы. Например, смотрите вы YouTube, вы можете тренировать алгоритм. Занимаетесь спортом, точно так же вы можете тренировать алгоритмы. Но даже если вы зашли в кафе с друзьями, вы можете попутно тренировать алгоритмы, и это никак не помешает беседе. Так как главную роль здесь играет не наш мозг, а именно мышечная память. При скоростной сборке мы же не вспоминаем, что мы там делаем дальше U или R. Мы все это помним нашими пальцами рук. Совет номер 3 – это запоминайте алгоритмы частями. К примеру, T-перм и лямбда, они очень похожи своим началом, а именно первыми 3 движениями. Так как случаи внешне очень сильно различаются, в них практически нет ничего схожего, кроме того, что они оба являются алгоритмами PLL группы, но первые 3 движения у них одинаковые. В T-перме это пиф-паф, то есть 4 движения R, U, R' и U'. И дальше идет вся основная часть алгоритма. В лямбде же первые 3 движения напоминают пиф-паф, но последнее 4, оно кардинально отличается. То есть мы выполняем точно так же R, U, R', затем не U', а именно F'. И дальше идет основная часть алгоритма. Следующий совет, он косвенно касается одного из предыдущих и заключается в том, что вы регулярно должны тренировать фингертриксы. Например, выполняете вы какой-то определенный алгоритм, неважно, OLL, PLL или еще что-либо, и у вас не получается какой-то определенный фрагмент, и он вас затормаживает. Да что там говорить, вы можете тренировать фингертриксы лежа у телевизора. Да нет, бред. Кто сейчас смотрит телевизор? Сейчас расскажу об еще одном способе.
Когда вы изучаете какой-то новый алгоритм, а по большей степени это касается именно новичков, то не нужно искать алгоритмы там в Яндексе, Гугле или еще где-либо на сайтах. Лучше всего обучаться алгоритмам именно по роликам, так как вы сразу видите, какие фингертриксы нужно применить в той или иной ситуации. И это очень важно. Основываясь на собственном опыте, я понимаю сейчас, что выполняю некоторые алгоритмы не так, как это нужно было бы. Потому что однажды на сходке, когда я выполняла тот же алгоритм восьмерка, мне сказали, что ты делаешь вообще, что за алгоритм такой. Да и сама я вижу, что он как-то идет у меня не очень круто, потому что это выглядит как-то очень криво, косо и, не знаю, некрасиво. И так неправильно я выполняла множество алгоритмов, потому что поначалу я учила все именно из, не знаю, Яндекса, Гугла, где еще я могла там находить информацию, а не из роликов. И сейчас мне приходится переучивать их. Ты хочешь выйти? Все, говори ребятам, пока иди. Именно на этом моменте я хочу сказать вам огромное спасибо за ваши подписки, так как нас уже целых 1500. Что ж, а на этом видео подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте включать уведомления, чтобы не пропускать мои новые ролики. Всем хорошего настроения. До скорой встречи в новом видео. Итак, что вы можете сказать в свое оправдание? Ну, в общем, знаете, если у меня будет плохой звук в видео, то вот кто виноват. Отдай провод.